Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Сегодня мы с вами сделаем расклад на такую неоднозначную личность и фигуру в политической стезе, как Владимир Вольфович Жириновский. Кем он на самом деле был в политике, кем мы его видели и какую роль он выполнял на политической арене. Умер ли на самом деле этот человек, и если умер, то по состоянию здоровья или это какой-то другой фактор. Если не умер, то где он сейчас находится, почему его убрали. В социальных сетях сейчас много пророчеств этого человека, и будут ли далее его пророчества сбываться, потому как сейчас они потихоньку сбываются. Это действительно пророчество, он обладал какими-то сверхспособностями, либо это результат деятельности его интеллекта, либо это заранее спланированный четкий план каких-то государственных деятелей, да, возможно, верхушки какой-то, которую мы не видим даже с вами. Что это такое и кто такой Жириновский? И есть ли он сейчас среди нас, то есть в живых ли сейчас этот человек. С нами сегодня колода «Триумф Луны» Патрика Валенса, который замечательно разбирается в каких-то вопросах психологического характера, вот именно в данном вопросе. Первый вопрос, который мы зададим, который, наверное, всех интересует. Мы с вами, несмотря на то, что видели смерть Жириновского в социальных сетях, по телевизору, да, мы видели, как государственные какие-то деятели, чиновники пришли на похороны. Несмотря на это, мы все-таки зададим картам вопрос, потому как мы знаем, что весь мир театра, люди в нем актеры, и нас жестоко разыгрывают, да, и хитрят с нами. Давайте спросим, умер ли на самом деле Владимир Вольфович Жириновский? И если нет, то где он находится? Если да, то по какой все-таки причине? Есть ли какая-то настоящая причина? Умер ли на самом деле Владимир Вольфович Жириновский? Умер ли на самом деле Владимир Вольфович Жириновский? Умер ли на самом деле Владимир Вольфович Жириновский? Думаю, всем интересно, да, узнать про эту неординарную личность. Умер ли на самом деле Владимир Вольфович Жириновский? Знал какую-то тайну, какую-то всемирную ложь, известную верхушке над ним. Он знал, и он хотел поведать всему миру об этом, как он обычно говорил нам, говорил простому народу с трибуны, да. Но здесь ему пришлось просить прощения у Иерофанта. Иерофант — это кто-то, некто, кого мы с вами не видим и до сих пор не видели. Это не президенты, не чиновники, да, это тот, кого мы никогда не видели, кто-то извне. Ему пришлось буквально на коленях, я это сейчас в кавычках говорю, да, умолять человека оставить его в политике, потому что для Владимира Вольфовича политика была, ну, просто смыслом жизни, да. И он как-то вдруг нечаянно сказал, ляпнул, можно так сказать, да, то, что он поведает вот то, что не должны сейчас люди знать, он расскажет всем. Как это было, не могу сказать, да, но его бдительность спала на тот момент, его убрали с поля, он ушел побежденным, но не поверженным. Он не умер, он есть сейчас среди нас, просто он сейчас находится где-то в отдалении. Где мы сейчас посмотрим, он ушел с мечом за спиной, да, показал всем язык, ушел, говорю же, поверженным, но не побежденным. Языком показал всем, говоря о том, что он еще вернется, но вернется в другом обличии к нам с вами, и ушел с высоко поднятым мечом, говоря о том, что он не проиграл в этой войне. Он просил прощения, опять-таки в кавычках, да, у человека из верхушки, из какой-то знати, кто понял, что Владимир Вольфович может рассказать людям обычным вот эту какую-то новость страшную, да, которую мы с вами бы узнали, и начался бы, наверное, какой-то переворот. Вот это какая-то всемирная ложь, мы с вами тут спим, да, мы с вами абсолютно не бдительны, и мы с вами сейчас не знаем об этой лжи, которую нам еще с нами готовят. И он хотел рассказать нам это все, потому как он на самом деле любил народ, но ему пришлось уйти из политики, потому что ему сказали либо действительно смерть, либо жизнь, но абсолютно в каком-то другом обличии, абсолютно где-то далеко, чтобы тебя никто не видел, не слышал. Давай мы устроим твои похороны на самом деле
Именно поэтому его убрали из политики. Почему его убрали? Да, здесь сказано, потому что он слишком много знал какую-то новость, которую не должны были знать мы заранее. Мы не должны были быть готовы к этой новости, иначе был бы какой-то переворот. И он жив до сих пор, только находится, сейчас мы узнаем где сейчас находится Владимир Вольфович Жириновский. Где сейчас находится Владимир Вольфович Жириновский. Он выжидает время, чтобы накопить ресурсы и силы. Вокруг него ножи и мечи, да, которые хотят нанести ему удар, ему угрожают все еще, но он достаточно, на самом деле, сильный, мудрый человек. Он человек, который знает, чего он хочет в этой жизни. Да, ему пришлось уйти, но он остался непобедимым Владимиром Вольфовичем, который копит свои собственные силы и пребывает сейчас в состоянии покоя, для того, чтобы потом заявить о себе вновь, но только в другом ключе. Он сейчас в Российской Федерации или он сейчас где-то далеко? Он сейчас в Российской Федерации или он сейчас где-то далеко? Он сейчас в Российской Федерации или он где-то далеко? Он где-то, где земля пропитана кровью и иллюзиями. Где-то, где над людьми жестоко поиздевались. Прямо сейчас и прямо здесь. Он там, где обычный человек сейчас чувствует себя поверженным, побежденным и безумно ненавидит тех, кто пришел на его землю. Возможно, он сменил внешность. Владимир Вольфович Жириновский сменил внешность. Жириновский сменил свою внешность. Он просто укрывается пока там, где считает, что он под полной защитой, однако и там его достанут, и ему придется оттуда уехать скоропостижно в скором времени, пока он внешность не сменил. Он сейчас ведет себя абсолютно беспечно, он думает, что ему ничего не угрожает. Просто он находится под каким-то замком, да, под каким-то наблюдением, под замком, однако и там его скоро достанут. Ему не дадут спокойно жить в любом случае. Обладал ли он сверхспособностями, как пророк, чтобы предвидеть все вот эти вот какие-то стихийные бедствия, какие-то войны, да, все, что произойдет? Обладал ли он какими-то сверхспособностями, как пророк? Нет, на самом деле он просто получал информацию извне, да, которые заранее уже знали, которые все было заранее спланировано уже. За несколько лет вперед он ловил эту информацию, вещал ее с трибуны, его переполняли, захлестывали эмоции, эти же эмоции его и погубили, собственно говоря. Не хватило ему... Хотя он был достаточно, вернее, не был, а есть достаточно умный человек, ему не хватило немножко вот... чуть-чуть смекалки, чтобы промолчать вот в этом моменте. И вот этот один единственный момент, который он знал, он все испортил.
Будут ли и дальше? Будут ли и дальше сбываться так называемые пророчества Владимира Вольфовича Жириновского? Почему нам их сейчас показывают в соцсетях? Почему? Давайте зададим первый вопрос. Почему нам показывают сейчас в соцсетях предсказания Владимира Вольфовича Жириновского? Для чего это делают? Это ведь все не просто так. Для того, чтобы люди задумались, взвесили все за и против и остались там, где они действительно должны остаться. То есть о чем здесь речь? Здесь речь о сильных духом людях, которые построят новую Россию. Мобилизация, война на Украине – это все то, что дает большую пищу для размышления тем людям, которые на самом деле, как считают наши власти, Россию не любят, не хотят тут остаться. Да? Все люди, которые уехали, люди, как считают власти, как считает верхушка наша, это люди слабые. Давайте мы создадим новую чистую Россию. После того, как все эти люди там уедут восвояси, да? Мы создадим новую чистую Россию с мудрыми людьми, восстановим мир во всем мире и наконец-то наступит справедливость, мы взвесим на весах все за и против, отрубим лишнее из этой страны, лишнее то, что нам мешает, я имею в виду лишних людей, да. Ну, пророчества Владимира Вольфовича Жириновского, они показаны нам для того, чтобы определить как раз, кто является, в кавычках, да, я сейчас говорю, кто является сильным, кто является слабым игроком на арене, от кого нужно действительно избавляться. Сейчас есть даже информация, что, не знаю, правда это или нет, честно говоря, сейчас есть даже информация о том, что будет рассмотрение, что недвижимость людей, которые уехали за границу, она будет продаваться без их ведома. Вот, я не могу сказать, правда это или просто байки, какие-то слухи, да, но здесь остаются только сильные люди Российской Федерации, и давайте построим новую Россию и вкинем вот эти вот предсказания в интернет, в соцсеть, чтобы люди всполошились, взбунтовались, чтобы те ненужные нам игроки ушли с поля, то есть уехали из Российской Федерации. Остались только те, кто действительно предан этой стране. Давайте отрубим все лишнее и поступим по справедливости, считает верхушка. Считает наша власть. Я не знаю, кто нами на самом деле господствует, да, и управляет, но считают те люди, которые следят за нами. Ну, следят в прямом и переносном смысле этого слова. Так, я тут записала себе ряд вопросов. Сейчас посмотрю, что осталось еще про Жириновского, да, чтобы не забыть. Ждать ли нам исполнения дальнейших прогнозов Владимира Вольфовича Жириновского, да? Ждать ли нам дальнейших прогнозов Владимира Вольфовича Жириновского? Какая цель у этих прогнозов, почему мы их видим, мы уже с вами увидели, да, сейчас посмотрели, в чем вообще смысл. Ждать ли нам дальнейшее исполнение прогнозов? Да, конечно, люди будут в полном ступоре, да, ждать пришествия вот этого самого дьявола, вот этих каких-то событий, да, которые он прогнозировал, и защищаться, обороняться, но эта защита будет настолько... Это нападение будет настолько не вовремя, что защита, она будет очень такая слабая, я имею в виду защита наших людей, нашего народа, да. То есть прогнозы, они будут прям стык в стык. Прогноз и сразу же его исполнение, да, то, что люди даже не успеют подготовиться. Да, ждать исполнения прогнозов, ждать пришествия вот каких-то вот этих вот дьяволов, да, в кавычках. Ждать пришествия того, чего нам на самом деле не хотелось бы. Видеть, ощущать. Все люди, я уверена, хотят мира, да, и добра в душе.
И, пожалуйста, напишите в комментариях о тех личностях, знаменитостях, о которых вы хотели бы узнать, которых вы хотели бы посмотреть на картах Таро. И я с вами не прощаюсь. Новые видео смотрите, пожалуйста, на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите на колокольчик и пишите в комментариях все, что вы думаете об этом видео и вообще о канале в целом. Всего вам доброго и до новых встреч!